Центральный банк-регулятор на последнем заседании принял решение повысить ключевую ставку в России до 18%. Относительно прежнего значения она увеличилась на 2 процентных пункта. Это решение неизбежно привело к росту процентных ставок по потребительским кредитам, включая автокредиты, что в свою очередь вызовет падение продаж на авторынке. Поможет только падение цен в 2 раза. В последние месяцы росту продаж на российском авторынке способствовали опасения, что ЦБ скоро повысит ключевую ставку. Эти страхи оказались оправданными. Ключевая или базовая процентная ставка – это минимальный процент, под который Центробанк кредитует коммерческие банки. Коммерческие банки затем выдают кредиты своим клиентам под более высокий процент, чтобы получить выгоду. Повышение ставки связано с желанием Центрального банка удержать темпы роста инфляции и стабилизировать курс рубля. Теперь автокредит на новые автомобили по 22%, БУ по 35%. В подготовке этого ролика нам помогли наши друзья из компании по машинам. Ребята могут вам привезти автомобили из Китая, Кореи и Японии под ключ. Это та самая компания, которой можно доверять. Ведь на их счету тысячи довольных заказчиков, десятки тысяч привезенных авто и миллионы сэкономленных рублей для своих клиентов. Немаловажный факт, что компания может вам привезти даже санкционные автомобили, гибриды, электрокары и автомобили с объемом двигателя более чем 1,9 литров. Компания на рынке уже более 6 лет, и ее опыту можно доверять. Кстати, они активно ведут YouTube канал, где вы можете увидеть обзоры, топы и новостные сводки из мира авто. Обязательно ознакомьтесь и напишите им в комментариях, что вы с канала со сложным названием. Ссылка на их сайт и YouTube канал будет в описании. По итогам прошлого месяца в России было выдано 106 тысяч автокредитов на общую сумму 168 миллиардов рублей. В структуре выдач доля кредитов на новые автомобили составила 74%. Средний размер автокредита составил около 1,5 миллиона рублей. При этом на поддержанные автомобили потребители берут займы со средним сроком 76 месяцев, а на новые 69 месяцев. Средняя ставка по автокредитам составляла 18% годовых. Однако она существенно варьируется в зависимости от банка и типа автомобиля. Например, в Росбанке ставки по автокредиту на новый автомобиль составляли 17% годовых, а на автомобиль с пробегом 24% годовых. По данным платформы Е-кредит, ставки по новым автомобилям составляли 14% годовых, а по автомобилям с пробегом 20% годовых. Такой разброс объясняется в том числе и тем, что автопроизводители предлагают специальные условия кредитования. Кроме того, банки в принципе охотнее предоставляют кредиты на покупку новых автомобилей, поскольку их покупатели несут меньшие риски. В прошлом месяце полностью исчерпались лимиты госпрограмм льготного автокредитования. Теперь и повышение ключевой ставки до 18%. В связи с этим эксперты ожидают падения спроса на кредиты, а еще утилизбор поднимут и вообще продажи автомобилей рухнут. Получается, 74% взяли кредит под 16%, 26% людей взяли кредит под 20%. Вот это уверенные в себе и в будущем люди, по всей видимости. Ну или на авось. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. ЦБ борется со спросом, изымая денежную массу в депозиты, параллельно убивая предложение внутренних производителей. Стимулирует импорт низким курсом. Выход вспомнить 98 год. Тихим августовским днем поднять курс в 5-6%. Тогда объем спроса сойдется с имеющимся предложением. Кто успеет что-то снять с депозитов, возможно, успеет что-то купить. А вы видели уже, как по ТВ объясняют, что экономика растет и поэтому ключевая ставка растет.